Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами домашний влог. Домашний влог, поэтому если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. И всем приятного просмотра. Начинаем мы вот с таких вот вкусных котлеток. Периодически, что буду готовить на аэрогриле, буду с вами делиться. Сегодня это котлетки. Сбрызнул маслом решетку. Вообще можно и не сбрызгивать. Можно прям на голову ложить, они сильно не прилипнут. Вот, котлетки. Обычный фарш свино-говяжий, подсолил, добавил туда сырой капусты, мелко покрошил, сырой капусты, вот соль по вкусу, перец по вкусу. И поставлю я их на 20 минут 200 градусов. Но буду проверять, потому что знаете, как они могут быстро приготовиться в этом гриле. Что еще сказать? Я уже кое-какие вещи готовил, но, знаете, не всегда есть возможность отснять, показать, как чего делается. Ну вот решил в этот раз я, наверное, что смогу, то смогу, то покажу, друзья. Поэтому вот такие вот дела. Вот они, мои котлетки уже готовы. Слушайте, но я, конечно, уже попробовал. Боже мой, какая это красота. Так быстро. 15 минут получилось у меня приготовление. Так вкусно, главное. Я просто в восторге. Я еще раз повторюсь, что я после робота-пылесоса я второй раз испытываю счастье от покупки домашней техники. Первое у меня вызвал удовольствие робот-пылесос, а второе удовольствие это вот аэрогриль. Я прям в восторге. Красота, вкуснота, а главное, что это быстро. У меня два арбуза, которые я откладывал, ну вернее осталось, я откладывал больше. Два арбуза осталось. До Нового года нет смысла тянуть два арбуза, потому что, скорее всего, они пропадут. Вы знаете, что если вы хотите сохранить арбуз до Нового года, надо покупать их меньше. Чтобы они были меньше, чтобы они были абсолютно ровные, желательно недозревшие. И хранить их в прохладном темном месте. Я сильно не рассчитывал, что у меня это получится. Вот, я купил, у меня было 6 или 8 арбузов. Ну, это я один выкинул, остальные я подъел. Вот, сейчас на дворе, сегодня что у нас, 20 декабря. Вот, мороз, день чудесный. Я, в общем, решил один арбуз до Нового года отрезать. Потому что сейчас убираться, они мне сильно мешают. Слушайте, ну, нож воткнул. Вот, а один арбуз, естественно, я в любом случае оставлю на Новый год. Как бы мне не порезаться, я одной рукой камеру же держу. Вот арбуз, который я недавно выкинул, он, знаете, он был внутри, хлюпал. То есть внутренность арбуза была пропащая. Вот, к сожалению, этот арбуз тоже пропал. Но вы знаете, какой аромат стоит классный. В общем, не получилось. Еще, знаете, у меня раньше родители, помню, в детстве постоянно вот так вот сохраняли арбузы до Нового года, мы их ели смело. У меня один раз получилось даже арбуз сохранить до Святого Валентина, но вот до 14 февраля. Но на 14 февраля вот он был вот в таком состоянии. Конечно, это все несъедобно, к сожалению. Мне кажется, сейчас арбузы стали более с химикатами какими-то, да, что, наверное, их меньше возможности сохранить. Вот раньше, в советское время, у меня родители хорошо сохранялись арбузы, и прям можно было до Нового года смело их кушать. Ну ладно, попытка, как говорится, не пытка. А вот что делать с тем арбузом, я не знаю. Наверное, подожду до Нового года, потому что теперь запах стоит в комнате неимоверно прям ароматный. Я решил сходить в магазин. У меня пришли товары, которые я заказывал на маркетплейсе. Но решил не просто сходить в магазин за этими товарами. Там у меня стоит терминал по их выдаче. А решил вам показать свою новогоднюю набережную. Да, друзья, это моя новогодняя набережная. Кто-то уже, может быть, видел ее, кто-то не видел. Давайте прогуляемся, я вам покажу. В принципе,
Довольно скромно ее украсили, но поставили елку уже, как говорится, спасибо на этом. Сейчас я дойду до елки, покажу вам елку. Еще у меня здесь голубой вагон бежит, качается. Знаете, классный такой паровозик сделали для селфи, для фотографий. Вон он светится. Тоже сейчас дойду и покажу. Вообще, набережная мне очень нравится. Я горжусь, что у меня такая набережная есть. Ой, блин, тут так скользко. Вот на этом месте прям чистый лед. Когда ее открывали, вот в этой штуке было невозможно пройти. Люди все фотались, вот детская площадка. Сейчас же зима, никого нету, хорошо. Можно пофотаться, поснимать. Ну вот, только сказал, и появились люди. Чтобы людей не снимать, я опустил камеру в пол. Поэтому сейчас пройдем. Вот она, елочка, елочка. Кстати, знаете, с одной стороны, хорошо, что поставили. Но с другой стороны, блин, ну это разве елка? Это же просто такая, знаете, пародия на елку. Вот женщина ребенка фотоет. Красота. Чистят набережную. Ну, первый год за ней, конечно, будут ухаживать. Что-то делать, что-то чистить. Это просто каркас. Просто каркас с огонечками. Ну, я не знаю, честно сказать. Когда близко подходишь, она, конечно... Ну, вот видите, вот просто такой вот... Я не знаю, без комментариев. Хочется, конечно, как в Европе. Да что там далеко ходить? Я вот смотрю, в российских городах какие елки ставят. Ой, ладно. Не будем о плохом. Давайте посмотрим паровозик. Там, кстати, народу много, поэтому сильно тоже не буду его снимать. Близко. Что смогу, то покажу. Может быть, еще будет возможность еще раз вам... Еще ни фотографий никаких я тоже не делал над этим паровозиком. Вот смотрите, какой объемный. Туда можно зайти и внутри пофотаться в этом паровозике. Ну, прикольно, молодцы. Вот и я. Всем привет. Ладно, пойду дальше. Пойду забирать свой заказ. Кстати, сейчас вам покажу еще один прикол, который у меня здесь на набережной придумали. Это просто ни в одной голове не укладывается. Может, я, девчонки, что-то не понимаю, но здесь на набережной садят растения в декабре месяце. Приходят, долбят землю. Вот смотрите сейчас. Да, вот, смотрите. Это дерево почему-то такое вот загнутое. Вот дальше вот идем. Они очищают до земли, снег убирают. Отбойным молотком выдалбливают дырку и садят какие-то кустарники с горшков. Я не знаю. Может, я что-то не понимаю. Есть и тут же, смотрите, трактором ездят по этим цветам. Ну, то есть трактор... Блин, ну я вообще возмущен. Смотрите, что делается. Куда смотрит правительство? Ну, жесть, конечно, отмывание. Я не знаю, можно так делать или нет. В мороз приживается. Ну, весна покажет. В общем, как-то так. А это я пришел забирать товары. Вот в таком постамате они у меня приходят. Давайте покажу, что я купил. Заказал кошке вот такую вот мяту траву. Не знаю, для чего заказал. Она, смотрите, в каком состоянии пришла. Разорвано все, растряпано. Благо копейки стоят. Можно вернуть, но я не буду возвращать. Давайте посмотрим. Даша, смотри. Смотри. Они же наркоманят по ней, смотри. Ты куда? Ты куда поволок? Куда поволок? Куда поволок? Стой, куда поволок? Все. Кстати, этой штукой можно там всякое посыпать. Это типа пробиотик какой-то. БАДы. Решил попробовать, тоже заказать. Это у меня термопленка для принтера. На Marketplace буду распечатывать этикетки на работе. Вот, у меня два принтера теперь. Один на работе, один дома. Это чтобы вот такие вот этикетки, я же тоже занимаюсь на Marketplace, чтобы их вот сюда вот клеить. Вот такая этикетка, она тоже, видите, приклеена.
Буду распечатывать. Сегодня получил елку. У меня кто-то спрашивал из подписчиков, буду ли я наряжать елку. Я отвечал, что не знаю. Но в последний момент я оббегал несколько магазинов. Давайте я вам покажу сначала близко. В общем, елка, друзья. Буду сегодня наряжать елку. Собрал. Вот такая вот она полностью летая. Качество огонь. Крутая елка. Я вам прикреплю, сколько она стоит. Вот, если кому-то надо будет, могу скинуть ссылку. Отзывов очень много. В общем, я ее заказывал. Она 1,80 м. Я ее заказывал за 32 тысячи, по-моему. Но у нас на Каспи маркетплейсе сейчас идет на новогодние продукция 10 бонусов. То есть, ну, те, кто меня смотрит с другой стороны, я поясняю, что брал ее на нашем казахстанском маркетплейсе за 32 тысячи, по-моему. 10% бонусов, они мне капают в кошелек. Ну, то есть минус 10%, то есть 3000. Эти 3000 мне капнули в кошелек, я их также могу потратить на что-то. Ну, то есть, можно сказать, вот такая вот виртуальная скидка. Ну, классная елка, она, вот этот вот механизм тоже хороший, крепкий. Поэтому я вот рекомендую, если кто-то еще не купил, если время достаточно, то, пожалуйста, можете заказать. Я ссылочку вам скину. Напишите в комментарии. Вот такая вот пушистая, классная. Наряжу, еще допишу видео, обязательно вам покажу. Вот. Ну как елка? Пишите, пожалуйста, в комментарии. Тоже напишите, кто ставит елку, кто не ставит. А я пошел дальше заниматься делами. Начал наряжать елку, купил вот такую вот гирлянду, называется роса. 100 метров, еле-еле ее обвил. И она еще имеет функцию моргать от пульта, что очень удобно. Сидите за столом, поднимаете бокал шампанского. И вот у нее несколько функций. Мне, не знаю, нравится, наверное, когда быстро моргает. Ой, это что? Вот такая вот еще функция. Ой, самое главное, как теперь вот эту мелочь пузатую, она, представляете, тонюсенькая. Как ее теперь потом с этой елки снимать? Ну ладно, об этом будем думать после Нового года. Самое главное, что первый этап закончился. Теперь надо будет повешать игрушки, поставить ее в уголочек и сделать что-то под елочкой красивое. Я не знаю, у меня нету никакого Деда Мороза, может быть, посмотреть в светофоре, может быть, какой-нибудь Дед Мороз внизу поставить, типа с подарочками. Ну, в общем, посмотрю завтра. Ну что, вот так вот. Сижу, разбираю игрушки. У меня есть вот такие вот ангелочки. Я их покупал в Эйвоне, не помню уже сколько лет прошло. Кстати, раньше постоянно было модно, наверное, вот эти ангелочки в Эйвоне постоянно продавались. Вот есть вот такой вот большой ангелочек. А есть вот такой вот маленький. Вот у меня их больших 4 штуки осталось. А маленьких получается 3, 5, 6. Они уже не светятся, потому что уже не знаю, сколько лет я вообще батарейки ни разу не менял. Вот, вот в этот большой ангелочек идет 2 вот такие вот батарейки. Завтра пойду на работу, попробую купить эти батареечки. У меня есть магазин возле меня. И там очень много батареек, и, возможно, я там найду. Интересно, сколько они стоят. Это, поди прочь, уже новых ангелочков купить. А вот в эти маленькие, причем они маленькие, и в них идет аж 3. Ну, правда, 3 маленькие батарейки, но вот 3 штуки. Завтра пойду, попробую оживить этих ангелочков. Получится или нет. По игрушкам, у меня игрушек немного. Вот покупал вот такие вот наборы, тоже уже сколько им лет. Но они, как говорится, из говна и палок сделаны. Вот в эти наборы шли вот эти подарочки, вот эти вот барабаны и вот эти вот шарики. Вот. А, еще вот эти шишки шли. Ну вот все, что у меня
от игрушек. Посмотрю сейчас, в принципе, сильно ее много украшать не обязательно. Есть мишура, но мишуру вообще использовать не буду. Так что вот сейчас посмотрю, что есть. Если что-то надо, завтра еще докуплю. А так, в принципе, пока вот. Я купил батарейки на ангелочков. Купил батарейки только на большие ангелочки, потому что их нужно было 8 батареек, а батарейка стоит 200 тенге. У меня есть поставщики, у которых я могу взять подешевле эти батарейки. Я пришел, в общем, в магазин, показал продавцу образец. Она мне сказала, вот такие вот батарейки. 1600 я отдал. Пришел домой, а они не сработали, они не подошли к этому ангелочку. Ну, я думал, что я живу в стране чудес, я думал, что пойду и спокойно эти батарейки верну. К тому же, понимаете, такой специфический товар, который продается не на каждом углу. Вот, это не еда. Батарейки очень сложно купить, тем более вот такие вот блинчики, как они их называют. Продавец была, по-моему, другая. Я, знаете, честно сказать, не запомнил их. Она меня восприняла сразу в штыки. Сказала, что батарейки возврату не подлежат. Вы знаете, я даже не подготовился, не узнал. Хотя, конечно же, с другой стороны, если вы торгуете таким товаром, который не подлежит возврату, да, у вас должна быть какая-то бумага, чтобы сразу ткнуть клиенту и показать. До свидания. Я хотел вообще по-человечески сказать, женщина, говорю, ну, блин, ну вы же их продадите, это такой товар, который, ну, блин, вы продадите их. Нет, нельзя их принимать. Я говорю, может, вообще не у меня покупал, где чек? И тут, друзья, вторая ситуация, где чек? Ну мы же такие привыкшие, да, хотя я сам в торговле, на секунду. Мы же такие привыкшие, чеки мы не берем, мы не спрашиваем. Пока только когда что-то крупное покупаем. Естественно, какой чек? Ну какой чек, блин? Естественно, я чека этого не брал. Я ее прекрасно понимаю, что вроде как без чека. Но с другой стороны, я им тоже говорю, что я столько лет, я всегда хожу к вам за батарейками. Потому что я знаю, что у вас я всегда куплю. Не знаю, она в штыки. Я, короче, к администрации магазина, они меня тоже послали на 3 буквы. Сказали, она болеет, идите нафиг. Разбирайтесь с ними сами. Извините, говорю, если они меня отсылают, почему это... Я позвонил знакомому другу, попросил, говорю, прогугли, узнать, что там по батарейкам. Короче, знаете, ребята, они того не стоили. Мне дело принципа. Мне дело принципа, потому что 1600 это невеликие деньги, но это деньги, которые я заработал. И из-за халатности продавца на секунду я принес образец. Я-то принес образец продавцу, я показал образец, она окей, на, держи. Тут она мне сейчас заявляет, а что не проверил? Я говорю, а как я проверю, блядь? Ну дали. Вот я пришел домой, проверил, не работает. Вот, может быть, вы не у меня купили. Я говорю, вот мне интересно, ага. Купил там, пришел к вам, блядь. Если я там купил, откуда я знаю, что у вас эти батарейки? Ой, короче, знаете, вот это вот торгаш, вот эта Зина, знаете, это не молодая женщина. Не в обиду будет сказано женщинам, я сам не молодой мужчина, так скажем, ну, в смысле, средних лет, Карлсон. Слушайте, ну правда, вот когда молодые девчонки сейчас современные, они, наверное, более какие-то, более такие, а вот эти вот Зины с Советского Союза, хер что докажешь, лому по голове чеши, блин. Ой, я еле-еле сдержался, честно, потому что понимаю, что... Короче, я предложил им такой исход. Я вызываю милицию. Ой, зачем? А что, она меня арестует? Я что, тебя ударила? Я что, тебя набила? Я говорю, а кто тогда должен эту ситуацию разрулить? Мне надо зафиксировать против меня нарушение, что вы мне отказываете. Я не отказываю, просто по закону нельзя. Я говорю, хорошо, тогда пусть милиция мне объяснит это по закону, что я, значит, виноват. Но тут другой нюанс, вы мне не дали чек. Надо требовать чек. Я говорю, я не обязан требовать чек. Я сам торгаш, я сам продаю. Я знаю, что чек я обязан выдавать вместе с сдачей. Если сдачи нет, вместе с покупкой. Чек дается в руки клиенту. Если чек
бумажного, физического нет, то я скидываю чек онлайн на WhatsApp, на электронную почту клиенту. Все, точка. Здесь, говорю, сейчас будет второй вопрос. Почему вы мне чек не дали? Вы еще не отвертитесь от налоговой. Это еще хуже вам будет. Ой, короче, мялись, титьки мяли, сиськи мяли, письки мяли, там вторая подошла. Я говорю, ну давайте Хозевов, кто у вас начальник? Короче, знаете это, вернули мне деньги, правда, за одну батарейку. Она вскрытая, ну, возможно, да, окей. Она вскрыта, нарушена упаковка. Ладно, хер с ним. Ребята, требуйте чек везде и всюду. Требуйте чек. Чек обязаны давать. Видите, как в жизни бывает? Кто-то, вот у меня во дворовых магазинах я покупаю иногда рыбку возьму, тухлую, молоко прокисшее. Я спускаюсь, говорю, девочки, ну, без проблем меняют, без проблем. Не связываются. Я сам торгую косметикой, и я знаю, что косметика возврату и обмену не подлежит, если она уже вскрытая. То есть это считается в употреблении. И поэтому косметика возврату и обмену не подлежит. Если эта косметика не вскрытая, она не нарушена, я без проблем даже вскрытую, бывает, принимаю. В зависимости что, это отдельный разговор. В общем, мне деньги вернули, осадочек остался, и я понял, что, конечно, да, надо было требовать чек. Если мы живем в таком мире, где каждый сам за себя. Поэтому у меня к вам убедительная просьба. Покупаете какие-нибудь товары, смотрите сами. Есть риск, что потом будете... Сейчас, кстати, еще что очень удобно, во многих магазинах есть камеры, да, которые записывают. Я посмотрел, камера была, но она, не знаю, я не увидел на отделом, есть камера или нет. Но я также сказал, говорю, а что милиция? Милицию вызываем, составляют протокол о нарушении. Если есть камеры, будут с камер снимать показания, что да, я был в этом магазине такого числа, я покупал. Потом у вас же продажи, они же тоже записываются. Вы же все равно фиксируете. Если вы по кассе не пробиваете, это будет отдельный вопрос к налоговой. Вернее, у налоговой будет к вам вопрос, почему вы по кассе не пробиваете. Вот. Но вы же в тетрадках где-то пишете. Ну, в общем, ребята, вот такая ситуация. Батарейки у меня забрали за минусом одной. Я остался на Новый год. Не буду я покупать батарейки. Я куплю у своих поставщиков подешевле. Вот. Куплю у них. Вот, друзья. Что, у меня елка готова. Так, где камера? Почему я камеру не открыл? У меня елка готовая. Я вам уже показывал, она наряжена. Вот такая вот звезда. Слушайте, ну елка шикардосная. Прям вообще мне очень она нравится. Посмотрите, какая красота. Внизу я сделал вот такое вот декорированное, посмотрите, фигульку. Вот так вот это все включается. Смотрите, как классно. Елочка тоже, зажгись. Где? Где ты, елочка, гори? Елочка, зажгись. Так, идем тушить свет. Ай, ну у меня еще тут свет, да? Вот, я уже включал, показывал вам, но так вот она будет выглядеть елочка нарядная в гости к нам пришла. Еще у меня есть вот такая вот штука. Вот еще вот такая вот. Еще есть кое-что, я потом попозже буду наряжать. Но вот пока будет вот так вот. Я не стал все стаканы вам зажигать, но это вот так вот выглядит. Здесь у меня в спальне тоже, смотрите, у меня там на окне тоже будет дождик. А здесь вот у меня есть маленькая елочка. Я ее брал для бизнеса. Она у меня должна была в офисе гореть. И потом я еще думал, что я буду какие-то обзоры снимать. Ну, в общем, вот так вот, друзья. Вот так вот. Вот такие дела. Пишите, пожалуйста, в комментарии, как вам мой влог. Понравился он вам, не понравился. Обязательно ставьте лайки этому видео и другим видео.
Всех люблю, целую, обнимаю. До встречи. Я надеюсь, что я по возможности еще хочу сделать видео до Нового года, выйдет или не выйдет. Если не успею, то, скорее всего, после Нового года. Знаете, как песня года. Песня года 1 января выходит. Я, наверное, тоже сделаю видеообзор топ лучших ароматов 2024 года, как женских, так и мужских. Если успею, то они выйдут в этом году. Если не успею, то выйдут в следующем году. Я еще хотел поговорить. Да, давайте, наверное, еще поговорим. Я пошел чай поставлю. Еще хочу рассказать вам, что у меня на работе случилось. У меня уже, наверное, традиционно влог заканчивать в такой вот непринужденной атмосфере. Слушайте, кукуха едет. Налил, поставил чайник, вскипятил. И насыпал заварку. Я когда ее завариваю отдельно в заварнике, когда вот так использую. В общем, насыпал заварку и знаете, что сделал? И залил вот этой вот фильтрованной водой. Кукуха едет. Слушайте, конец года. Это всегда вот столько, блин. Еще с этими батарейками. Будь они неладны. Но дело принципа, ребята. Дело принципа. 1600 тоже деньги. Что я еще хотел с вами поделиться? Я хотел поделиться с вами такой информацией. На работе у меня есть представители, ну, все же знаете, чем я занимаюсь, да? А что я свет не включил? Сижу такой деловой. Вот, есть представители, я сам тоже участвую в президентском клубе. У нас есть президентский клуб в компании, в котором участвуют представители, и в зависимости от сумм продаж за год, представители получают подарки. Я уже много лет в компании, более 15 лет, и каждый год я и мои представители получали подарки от компании Avon по президентскому клубу. Вот, кстати, очень даже недалеко у меня есть вот такой вот набор посуды от компании Avon. Здесь написано «Президентский клуб». Ну, нету эмблемы Avon, но есть просто президентский клуб. Это набор посуды. Не буду сейчас все перечислять. Я и iPhone получал в подарок, и ноутбук получал в подарок. Ну, правда, были крутые подарки, были крутые времена. В прошлом году тоже был хороший приз. В этом году сказали, если вы не сделаете продажи прошлого года, то вам с маслом вы ничего не получите. Такое вот новое правило. Чтобы вы понимали, в чем мое негодование, в том, что в клубе есть 4 позиции. Первая, вторая, третья, четвертая. Если в прошлом году вы победили на 4-й позиции, а в этом году вы скатились на 2-ю позицию, то вы не получаете ничего. Абсолютно ничего, потому что вы, по мнению компании, должны сделать 4-ю позицию. Так как вы в прошлом году ее сделали, вы и в этом году должны ее сделать. Честно сказать, тут, конечно, я без комментариев. Я вообще не знаю, что говорить. Хочется, конечно, спросить мою традиционную фразу: вы что там курите? Ну, правда. Ладно, я получаю зарплату, я получаю от компании много подарков, я как-то это переживу. Но мои представители, которые занимались продажами в течение года, лопатили и вышли на свой, не вышли на свой уровень прошлого года, потому что в этом году, я считаю, по вине компании продажи скатились у всех. Это отдельный разговор, об этом еще хочется будет поговорить. Короче, чтобы вы понимали, вот как-то так. Очень обидно. То есть не берется, ну я не знаю, как это объяснить, но вы сделали 4 уровня. Первый уровень, если у вас такие-то продажи. Второй уровень, я образно скажу, да. Первый уровень 200 тысяч продаж за год. Второй уровень 500 тысяч продаж. Третий уровень 1 миллион. Четвертый 5 миллионов. Если в прошлом году вы постарались и поторговали на 5 миллионов, а в этом году болели, лежали в больнице,
в отпуске много отдыхали. Ну, не справились, не наторговали 5 миллионов, а наторговали миллион. Вы не справились. А для чего тогда ниже уровень существует? Ну, для кого? И у меня, получается, ни я, ни мои все представители по президентскому клубу ни черта не получат. Я, конечно, от себя сделаю какой-то подарок. У меня их не так много. Поблагодарю, что они работали, старались. Слушайте, ну неохота на такой ноте заканчивать влог. Ну правда. Ну такая жизнь у нас. Такая жизнь. Поэтому спасибо вам большое, что вы у меня есть. Отдушенька моя. Спасибо тем, кто присылал мне подарки. Хоть уважили, как говорится, старика своими подарками. Поэтому переживу, как говорится. Но задумаюсь, друзья. С Нового года я буду работать по другой системе. Благо я все корешки, вершки в компании знаю. Я вытащу свои подарки. Знаете, вытащу. Вот. Поэтому спасибо еще раз вам всем, кто досмотрел мой влог до конца. Надеюсь, он вам понравился. И до встречи в следующем, не знаю, году или влоге. Ну да, кстати, влог, наверное, следующий выйдет после Нового года. Я, наверное, уже буду вам готовить новый влог, в котором я уже покажу, как отмечал, где отмечал, с кем отмечал. Это все остается у меня в подвешенном состоянии. Я пока не знаю, как и где буду встречать Новый год, к сожалению. Да и, может быть, и к счастью. У меня иногда бывает, я дома. Кто придет, тот придет. Все. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.